Привет, меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Android Insights. В этом видео я расскажу о различных способах запуска крутин в Kotlin. Я рассмотрю основные крутин-билдеры, их особенности и примеры использования. Также я объясню, когда лучше использовать тот или иной способ запуска крутин. Прежде чем мы погрузимся в детали, давайте разберемся, что такое крутин-билдеры. Крутин-билдеры — это функции, которые создают и запускают новые крутины. Они являются основным способом создания крутин в Kotlin. Каждый билдер имеет свои особенности и предназначен для решения определенных задач. Начнем с самого распространенного крутин-билдера — Launch. Launch используется для запуска новой крутины без возврата результата. Он возвращает объект job, который можно использовать для управления жизненным циклом крутины. В этом примере я запускаю крутину, которая выводит world после задержки в 1 секунду. Основной поток продолжает выполнение и выводит hello. Затем я использую job join, чтобы дождаться завершения запущенной крутины. Launch удобно использовать, когда вам нужно выполнить какую-то задачу в фоновом режиме, не ожидая результата. Например, отправка аналитики или логирование. Важно отметить, что в Launch можно передавать контекст выполнения. В этом примере я передаю диспатчер default в Launch. Это означает, что крутина будет выполняться на диспетчере по умолчанию, оптимизирован для вычислительных задач. Если вы хотите узнать больше о Job и о том, как управлять жизненным циклом крутин, посмотрите мое видео о Job. Ссылка находится в подсказке. Теперь я рассмотрю функцию async. Async — это крутин-билдер, который используется, когда нужно получить результат выполнения крутины. Async возвращает объект deferred, который является легковесной неблокирующей альтернативой Java Util Concurrent Future. В этом примере я запускаю крутину, которая возвращает число 42 после задержки в 1 секунду. Затем я использую функцию deferred await для получения результата. Async особенно полезен, когда вам нужно выполнить несколько независимых задач параллельно и затем объединить их результаты. Как и Launch, Async позволяет передавать контекст выполнения. Здесь я использую диспатчер с I/O, что подходит для операций ввода-вывода, таких как сетевые запросы. Важно отметить, что функция await может выбросить исключение, если в крутине произошла ошибка. Чтобы узнать больше о том, как обрабатывать такие ситуации, посмотрите мое видео об обработке ошибок в крутинах. Ссылка находится в подсказке. Как Launch, так и Async позволяют управлять тем, когда именно начнется выполнение крутины. Для этого используется параметр start типа CroutInStart. Давайте рассмотрим возможные значения CroutInStart и их различия. CroutInStart Default. Крутина запускается немедленно, это поведение по умолчанию. CroutInStart Lazy. Крутина создается, но не запускается немедленно. Она начнет выполнение только при первом вызове функции start у объекта job или функции await. CroutInStart Undispatched. Крутина начинает выполнение немедленно, в текущем потоке, до первой точки приостановки. CroutInStart Atomic обеспечивает атомарный запуск крутины. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Давайте подробнее рассмотрим CroutInStart Atomic. Это особый режим запуска крутин, который обеспечивает атомарность операции запуска. CroutInStart Atomic гарантирует, что крутина либо запустится полностью, либо не запустится вовсе, если была отменена до начала выполнения. Это особенно полезно как в ситуациях, когда вам нужна гарантия, что крутина либо выполнится целиком, либо не выполнится вообще. В этом примере, несмотря на то, что мы пытаемся отменить крутину сразу после ее создания, она все равно выполнится полностью. Это происходит потому, что CroutInStart Atomic гарантирует, что крутина либо запустится целиком, либо не запустится вовсе. CroutInStart Atomic особенно полезен в ситуациях, когда вам нужно гарантировать выполнение некоторого кода, даже в случае отмены крутины. Например, это может быть важно при работе с транзакциями или при выполнении критически важных операций, которые нельзя прервать посередине. Однако важно помнить, что использование CroutInStart Atomic не делает весь код крутины атомарным, только ее запуск. После того, как крутина начала выполнение, она может быть отменена в любой точке приостановки, как обычно. Теперь давайте поговорим о run-blocking. Этот крутин-билдер блокирует текущий поток до завершения всех крутин внутри его блока. Run-blocking обычно используется в main функции для запуска крутин в блокирующем контексте или в тестах. В этом примере run-blocking создает крутину, которая блокирует главный поток до завершения всех внутренних крутин. Это гарантирует, что программа не завершится до вывода в world. Важно отметить, что run-blocking не следует использовать в обычном коде приложения, так как он блокирует поток, что может привести к проблемам с производительностью. Следующий способ запуска крутин, который я смотрю, это функция withContext. Этот крутин-билдер позволяет изменить контекст выполнения крутины. WithContext полезен, когда нужно выполнить некоторую работу в определенном контексте.
например, на определенном диспатчере. В этом примере я использую функцию visContext для выполнения тяжелых вычислений на диспетчере Default, который оптимизирован для CPU-интенсивных задач. VisContext также удобен для обеспечения последовательного выполнения асинхронных операций. Теперь давайте подведем итоги и рассмотрим, когда лучше использовать каждый способ запуска крутин. Launch, когда вам не нужен результат выполнения крутины. Async, когда вам нужен результат выполнения крутины или когда вы хотите выполнить несколько операций параллельно. Run blocking в main функции или в тестах, когда вам нужно блокировать текущий поток. VisContext, когда вам нужно изменить контекст выполнения крутины или обеспечить последовательное выполнение. В этом видео я рассмотрел различные способы запуска крутин в Kotlin. Мы обсудили функции Launch, Async, Run blocking и VisContext. Каждый из этих способов имеет свои особенности и предназначен для решения определенных задач. Понимание этих концепций и их правильное применение критически важно для эффективного использования крутин в ваших проектах. Правильный выбор способа запуска крутин поможет вам создавать более эффективный, читаемый и поддерживаемый асинхронный код. Это все, что я хотел рассказать в данном видеоролике. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока.